Награда за все твои страдания. Что же произойдет? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который пережил серьезную внутреннюю трансформацию и, несмотря ни на что, не сломились. Когда-то у вас была совершенно другая жизнь. Но в каком ключе? У кого-то это она была, допустим, в другом режиме, в другом темпе. У кого-то, может быть, раньше была семья, сейчас вы холостякуете. У кого-то, может, наоборот, проиграться. Может быть, вы поменяли свой статус наоборот на женатого человека, да? То есть ваша жизнь кардинально изменилась. И что немаловажно, в какую бы сторону она ни поменялась, даже если те из вас, которые разошлись, да, кто воспринял это как трагедию, на самом деле это было вашим таким, спасением, наверное, можно это назвать. Кто-то уже это понял, кто-то поймет чуть позже. И те, которые осознали это очень четко, да, вы можете, я пытаюсь просто своими словами вам по-простому объяснить информацию. Возможно, вы в прямом смысле слова кто-то перекрестились и сказали там спасибо за спасение, да, спасибо за то, что избавился лучше раньше, чем мучился бы намного дольше. Вы человек, который, в общем-то, такой вы зажигалка. Вы душа компании, вы очень веселый сами по себе. Вы человек, с которым точно никогда не соскучишься. У вас много друзей-приятелей. Я не скажу, что они прям все такие близкие, но тем не менее у вас много людей, которые и на помощь вам могут прийти, и с которыми можно и где-то повеселиться, и куда-то поехать на рыбалку, там на охоту, потусить где-то. То есть, поскольку вы очень коммуникабельны, вы даже, наверное, долго не можете без общения, вам это просто жизненно необходимо. Возможно, кто-то вот совсем недавно, либо же вот прошел уже какую-то такую вечеринку, да, может быть, вы где-то отдыхали, может быть, где-то на дне рождения, на каком-то празднестве были, либо же вот может проиграться в ближайшее время, предстоят какие-то такие очень зажигающие у вас события, да, может быть, куда-то пригласят, либо вы уже сами планируете. Это могут быть мальчишники, дни рождения, корпоративы, все что угодно. Давайте-ка сделаем как раз маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы собираетесь где-то потусить? Может быть, день рождения чей-то планируется, либо еще какая-то тусовка. Либо же она у вас прошла. Если ничего не планируется в ближайшее время, тоже пишите. Вы знаете, что ваша активность очень важна и для канала, и мне очень интересно читать ваши комментарии. Опять-таки мне показано, что у вас просто потрясающая интуиция. Вы нею часто пользуетесь. Она вас вытаскивает из разных таких не очень хороших ситуаций. Ваша интуиция спасает вас, вот именно спасает порой от не очень хороших людей, потому что вы сами чувствуете, вы сами абстрагируетесь, отдаляетесь от ненужных людей именно благодаря вашей интуиции. Далее, вы человек, который, опять-таки, да, вы, помимо того, что очень сильно берете многие вещи близко к сердцу, но в то же время вы можете включить, такого холодного и, может быть, даже прагматичного человека. Это зависит от ситуации. Более холодным, может быть, даже где-то более вспыльчивым вы стали после вот каких-то вот очень важных, но очень болезненных ситуаций в вашей жизни. У кого-то это могла быть потеря женщины, кто-то, может быть, похоронил близкого человека. У кого-то, может быть, несколько событий вот сошлись в один период времени, да. Поэтому вы, может быть, на какой-то период стали
более жестким, кто-то более вспыльчивым, кто-то более нервным, кто-то, возможно, замкнулся. Ну, то есть здесь идет такая трансформация психики. Люди могут думать, что с вами что-то не так, да? Кто-то прошел, может быть, этот период, кто-то сейчас находится в таком состоянии. Вас могут окружающие спрашивать, что произошло, ты стал другим, да, вот что с тобой не так. А виной всему вот те перипетии, которые происходили в вашей жизни. Простите. На самом деле вы человек очень романтичный. Но когда у вас... Да что ж такое, что-то в горло попало. Но когда у вас случаются такие, знаете, ну, малоприятные события в жизни, трагичные, может быть, события, то, конечно, от вашего веселья, от вашего романтизма не остается и следа. Пока вы все это не переживете, пока вы это не переварите внутри, пока вы не перестрадаете, конечно же, вы не станете снова таким вот прям весельчаком, каким вы являетесь всегда. В вашей жизни были женщины, с которых вы сбрасывали маски. Это, наверное, самый такой момент, да, который, ну, могут подтвердить многие из вас. Это было такое разочарование, как будто вы женщину узнали с другой стороны. Либо же вы могли всякими правдами и неправдами ее как-то оправдывать. Вы могли не верить в слухи, которые вы слышали, да, вот про эту свою женщину. Неважно, в браке вы были, просто в отношениях. Но, тем не менее, маски сорваны, боль была причинена очень дикая вам. Ну и, в общем-то, да, под воздействием этой ситуации вы могли на какой-то период, возможно, сейчас еще, ну, в довольно таких хладнокровных энергиях быть. Причем мне показано, что, возможно, даже вы взяли личную жизнь на паузу. Вот как-то не до женщин, вот не до женщин. Давайте-ка, мои хорошие, ближе к раскладу, а то у нас сигнификация немножечко затянулась сегодня. Давайте посмотрим. Награда за все ваши страдания. Что же это будет за награда? Кто же станет вашей наградой? Либо же что, да? Я буду разные ситуации. Ну, посмотрим, что нам будет выпадать. Я буду рассказывать, а вы примеряйте под себя. В общем-то, как это я делаю обычно. Знаете, вот ваша жизнь начнет меняться, но не так быстро, как вам бы хотелось. И те, которые пережили уже какую-то свою трагедию, да, вот о которой я говорила, у каждого своя будет трагедия, либо была, вернее, была трагедия. Как бы тяжело не было, но тем не менее, вот многие все-таки склоняются к тому, что многие уже прошли этот самый такой тяжелый жизненный этап. Да, может быть отголосок, какой-то осадок, да, могут иногда мысли одолевать. Но вы же, ребята, оптимисты. Вы, как я сказала в начале расклада, вы оптимисты и все-таки надеетесь на улучшение своих каких-то сложных ситуаций, на улучшение своей жизни, да, и смотрите с надеждой в будущее. И это очень классно, что вы не опускаете руки в большинстве своем. Вас ждет награда, у кого-то это проиграется в виде финансов. Это будет история про то, что вы сможете очень классно, вот те, кто, может быть, планирует что-то свое открыть, может быть, свое дело, да, вот вы достигнете очень и очень больших высот. Вы можете раскрутить очень классно именно вот свой бизнес, да, какую-то свою фирму, ну как угодно это называйте, это будет ваше. Причем вы это можете сделать даже в одиночку. Да, это не будет мгновенно, но вы настолько такой вот трудоголик, вы настолько будете вкладываться в это свое дело, детище такое, вы будете, ну, просто душу, мозг свой весь вкладывать, а вы человек очень такой продуманный, логичный, деятельный. Поэтому
ступенечка за ступенечкой, и вы можете раскрутить свое дело до очень больших высот. И даже те, которые сейчас находятся, ну, не в очень хорошем финансовом положении. Я вот делаю акцент, ребят, у вас много идей, у вас много талантов. Многие из вас мастера на все руки. Я это говорю абсолютно без лести, я это вижу просто, ну, поскольку меня многие ребята смотрят часто, ну, может быть, даже каждые расклады, то я уже по сигнификации понимаю, кто чем дышит и кто что умеет. Я порой даже не все озвучиваю, то, что вижу, иначе наши расклады затянутся на несколько часов, если я буду рассказывать все, что я здесь вижу. Поэтому смотрите, кто опустил руки. Неважно, какой у вас сейчас финансовый статус, положение, да, вот бедный вы, богатый, неважно. Вы можете заработать в разы больше. Вы, когда поменяете свой такой вот финансовый статус, если это можно так назвать, вы почувствуете некую такую внутреннюю еще свободу. Потому что деньги, в каком-то смысле, это наша свобода. Что хочу, покупаю, куда хочу, еду. Да? Ну, в общем, куда хочу, туда лечу, трачу, несмотря на цены. Это, кстати, мечта многих людей, вот покупать все и даже не смотреть на цены. Поэтому у вас будет такая перспектива, и высшие силы вот каким-то неведомым образом будут вам помогать раскручивать то детище, за которое вы, ну, либо же возьметесь, да, может быть, кто-то планирует, но еще не решаетесь. Так вот, у кого сейчас есть планы, дерзайте, потому что какие бы сомнения вас не одолевали, вот дерзайте. Начнется очень удачный период по раскрутке. Потому что, ну, сейчас, вы знаете, ну, такой всеобщий кризис какой-то, да, много предприятий закрываются, что-то сокращается, реорганизации какие-то происходят. Но вы можете работать сам на себя, получать удовольствие, еще и получать довольно неплохие денежки. Далее, давайте-ка, что еще будет за награда? Ух ты! Ну, здесь вообще мы прикроем немножко. Здесь, конечно же, ребят, за страдания в вашей личной жизни вас ждет история, которая может начаться, казалось бы, ну так невзначай. Это будет знакомство, хотя вы поначалу не будете даже как-то размышлять, что а вдруг она станет моей женой, а вдруг что-то получится. Вот это будет знакомство очень непринужденное. Это будет какая-то ситуация, в которой вы можете просто пообщаться и забыть человека, а вас потом снова жизнь как-то вот столкнет. Это будет женщина моложе вас. Это женщина, с которой вы испытаете, я не буду углубляться, да, так поверхностно пройдусь, просто чтобы вы понимали, о чем речь. Это женщина, с которой вы можете испытать как дикую страсть, так и безумную любовь. Вы можете дойти до семьи. Очень часто, да, практически в каждом раскладе у нас выпадает, что вы, в общем-то, можете стать семьянинами. Причем, смотрите, я знаю, что меня смотрят и несвободные мужчины, женатые, может быть. Здесь может проиграться, я сейчас делаю акцент на женатых. Здесь может проиграться новая романтическая история, но которая вас так захватит, что вы будете готовы уйти из своих отношений, в которых вы сейчас пребываете. Вы можете создать новую семью. И эта семья будет намного счастливее, чем та, что сейчас у вас есть. Ну, либо же отношения, которые у вас сейчас есть. Потому что эти отношения, которые вот очень четко показано, эти отношения, которые сейчас, может быть, у вас, да, семья там, либо же просто вы общаетесь, встречаетесь, отношения разбивают вам сердце. Здесь может проиграться любовный треугольник, о котором вы знаете, либо подозреваете, и вы хотите уже давненько вырваться из этой семьи, из этих отношений. Поэтому новая история, которая поначалу может быть как вроде бы легкий романтик, но который перейдет в настоящее большое чувство, перейдет, может быть, даже у кого-то в новую семью. И вы об этом ни капельки не пожалеете. То есть, ребят, хоть вы холостяк,
хоть вы женатый человек, неважно, какой у вас статус, у вас будет вот такая большая-большая награда за ваши страдания, переживания. У кого-то это одиночество затяжное, у кого-то это токсичные отношения, да, кто-то после разрушенной семьи, может быть, какой-то период пребывал вообще без личной жизни, но эта женщина будет ваша большая награда и ваше большое счастье. Причем здесь у нас еще и детки есть, ребят, уже это у нас неоднократно показывали наши расклады. Кто из вас желает еще состругать маленького Буратино, дерзайте, все у вас получится. Ну, давайте еще напоследочек. Награда за страдания. В принципе, мне снова показана одна и та же ситуация. Здесь даже не нужно быть тарологом, да. Опять-таки показано, что отношения вот у кого-то из вас разрушатся, либо семья разрушится, да, из-за новой любви. И вы уйдете из семьи, да, вот такой треугольник, по которому можно очень легко и просто все сказать, да. То есть отношения, я уже вас немножко таро даже учу. Отношения рушатся, семья рушится у кого-то из вас. Но из-за безумной любви, из-за счастья. Можете даже сменить место жительства. Это будет любовь, когда все вместе, когда все взаимно, когда все в унисон. Это будет награда вот именно за ваши страдания. И человечек, который встретится на вашем пути, она будет очень сильно отличаться от вашей прежней женщины. Прежде всего, какой-то вот бескорыстностью, какой-то простотой, что ли, если хотите. С этой женщиной будет намного больше страстей, чем было раньше. У кого-то, может быть, вообще очень давно страстей не было. С этой женщиной вы можете, вот не сговариваясь, принимать какие-то решения, говорить о чем-то одном. Ну вот, к примеру, да, вот она, допустим, подумает о чем-то, а вы это озвучите. Она что-то не договорила, а вы продолжаете, да. Вот вы настолько будете на одной волне, что не сговариваясь, вы можете сказать, а давай махнем вот к морю, допустим, а давай еще что-то, вот просто не сговариваясь. Вы можете настолько вот, вернее, это в будущем, да, я просто уже говорю, как будто оно у вас есть. Видите, я так притягиваю ситуацию в вашу жизнь. Вы будете настолько на одной волне, что будете чувствовать себя ну, как бы даже на расстоянии вы будете понимать и чувствовать, ощущать близость этой вашей половинки. Это очень классно, это очень здорово, когда вы оба берете трубки, да, вот бывают очень часто такие ситуации в жизни, вы берете трубку, чтобы ей позвонить, а она говорит, а я только взяла телефон, чтобы тебя набрать, там, позвонить, да. То есть, ребят, я вот все-таки больше делаю акцент на личную жизнь. Да, у кого-то еще и свое дело, там, по работе, да, может быть, продвижение. Но сегодня самый больший акцент у нас, конечно, личная жизнь. Вот именно вы получите новую, настоящую взаимную любовь. Это будет большая-большая награда за все ваши страдания. А кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!